Привет, мам. Привет. Значит, сейчас папа вчера сделал блинчики. Сейчас я буду делать начинку для блинчиков. Значит, для этого мне нужен будет говяжий фарш. И я обычно кладу лук, сельдерей и грибы. Значит, сначала на сковородку немножко масла, кладу фарш. Фарш говяжий. Купаю готовый. Это был из Афродиты, с фермы, которой владел грек. Поэтому у нас сок хорошего качества. Это последняя, да? Ну, Еще, почти. по-моему, одна есть. Еще? Потом мы всю Афродиту съели. Или половину. Значит, я вот так вот на мелкие части и овощи надо все порезать. Причем не обязательно резать очень мелко, потому что я потом все равно все буду через процессор пропускать. Поэтому просто для того, чтобы они пожарились и стали мягкими, и дали весь свой аромат. Потом мы все пропустим через процессор, чтобы было удобно кушать внутри блинчиков. Аромат это больше от лука или от... У всех продуктов есть свой аромат. Поэтому, когда грибы придают аромат, лук. Как ты не плачешь, когда режешь лук? От красного лука меньше. Я буду сейчас плакать. А грибы можно сырые кушать? Я видела, люди... По-моему, в салатах, салат, да. Можно. Можно грибы сырые кушать, а можно редиску жарить. Редиску жарить? Я видела недавно Кто так делает? Я видела недавно рецепт с жареной редиской. Я только сырую редиску. Или огурцы, или бананы. Огурцы? Да. Why not? Вау, я думала, свежие вкуснее. Я думаю, что люди все время хотят что-то нового. Это правда. Сейчас я добавлю немножко соли и перца, а потом Немножко. да. Окей. Перца всегда 2 раза больше. Но я буду добавлять еще потом в конце основное. Сейчас это просто... Чтобы красиво было. Ну, во-первых, от соли сок дает, и мне сейчас нужно, чтобы это немножко... Сок дает? Да, Я не знала. овощи дают сок, и мясо дает сок, когда солишь. Поэтому так, на среднем огне накрываем крышкой, ждем. Но я буду периодически помешивать. Окей. Значит, пока это все тушится, я периодически поднимаю. Вот видишь, уже он дал немножко сок. Но надо проверять, что огонь не слишком большой, что оно не горит. И надо перемешивать. И вот видишь, мясо, вот оно сырое, оно такое ярко-красное, Да. а потом оно будет меняться такого какой-то цвет. Коричневый? Цвет бедра взволнованной нимфы. А это откуда? Это говорят, китайцы различают 600 видов оттенков цвета, Цвета снега? любых цветов. Цветов. Поскольку слов не хватает, чтобы определить там, цвет бедра взволнованной нимфы. Вау. Так, значит, сколько по времени? Где-то минут 20-25, наверное, прошло. Да. Ну вот,
Я по виду определяю, то есть вот мясо я не вижу сырых кусков, оно кажется прожаренным. Овощи, они тоже стали на вид мягкие, я могу немножко вот так вот протолкнуть, раздавить сельдерей, он тоже мягкий. Так что это все... Раздавить чего? Сельдерей. Сельдерей. Селерей, вот если... сельдерей, класс. Когда ты вот так вот давишь, то можно ножиком попробовать, но он обычно очень твердый, а сейчас он мягкий. Да. То есть это признаки того, что готово. Все, теперь мы это кладем в процессор. Этот процессор выглядит, что он из 80-х годов. Мне, по-моему, возможно. Значит, если много, то я делаю как бы в две части. Да, в этот сегодня я сделала в две части. Это мне подарили бабушка Наташа, когда мы приехали в Америку. И поскольку он работает, то я не стала покупать новый. Так. Так что вот это так примерно выглядит. Сейчас мы вытащим, сделаем вторую часть. Можно просто так кушать. Так. Я бы так сделала, но это... Окей. Теперь мы добавляем специи. По-настоящему. Да, значит, для специй. Так, поскольку я немножко добавляла, то я сначала попробую, чтобы определить, сколько еще нужно соли. Много. Чуть-чуть. Окей, так, соль, перец, крик, немножко орегано в этот раз добавим. Ребята! Сюда я не добавляю чеснок. Почему? Я не знаю, мне кажется, что не нужно. Окей. Я тебя верю. Все, теперь мы это перемешиваем опять. Нужно больше посуды, чтобы хорошо перемешать. Красиво. Или посудина. Посудина! Это интересное слово. Посудина — это просто большая посуда? Или специально вот такая? Это просто такое, мне кажется, сленговое слово, которое разговорное. Разговорный. Сленг. Я изучаю разговорный русский язык. С английским тоже. Так, теперь я опять пробую. Окей. Я считаю, что это нормально. Очень хорошо. Ура! Окей. Так, теперь мы будем заворачивать эту начинку в блинчики. И это будет как бы окончательное блюдо, которое пойдет на стол. Берем блинчики. Иногда слишком много не очень хорошо. Я не соглашаюсь. Ну, бабушка все равно говорит, что слишком много продуктов. Потом их можно разогреть перед подачей на стол, но они вкусные и холодные тоже. Да. Папа говорит, что их еще надо обжарить на масле на сковородке, но это обычно на это не хватает времени.
поэтому я обычно просто ставлю или в духовку, или в микроволновку, чтобы они были теплые. Духовку? Она сколько градусов? Ну, градусов 300-350, буквально там на 5 минут, чтобы подогреть. Вот, ну, обычно это блюдо, которое едят и русские, и американцы С удовольствием. очень хорошо. Да. Ура! Это блинчики с мясом. Спасибо, мама. Уху!